Беспроводные наушники, которые удивляют наличием огромного функционала за свою стоимость, имеют активное шумоподавление, режим прозрачности, систему шумоподавления с двумя микрофонами для звонков, легкие качественные материалы, отличную сборку, режим низкой задержки, шикарное время автономной работы. И это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам под названием Dizabuds Z Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня мы будем с вами обозревать Dizabuds Z Pro. До такой степени рилмевские, BBK-евские наушники похожи друг на друга, что прям ух! Меня зовут Саня, канал Польза.нет, не забываем подписываться и ставить лайк, не забываем также ставить комментарий какой-нибудь для продвижения канала. Документации много, документацию мы увидели. У наушников Diza очень сильно похожи они на внешне на Realme Buds Air 3. Только эти, кстати, очень маленькие, очень маленькие. Мне кажется, что они даже меньше, чем Realme Buds. Не будем сравнивать. Давайте не будем. Почему? Потому что здесь вот такой веселый оранжевый бокс, такой веселый Type-C-шник, скользкий прям безумно. Насчет щелчка, я думаю, вы сами решите. Две пары сменных амбушюр. Мне всегда подходят N-ки, поэтому смысла вскрывать я сейчас не вижу. Type-C-шник с USB-A на USB-C и документация. Эти наушники, по-моему, к сожалению, к программе не подключаются никакой. И здесь заявлено об этом. Зато здесь у нас есть перечень того, что можно делать. Нет, к программе они подключаются. Это стандартный Realme Link. И дальше уже у нас предлагают, кстати, активный шумодав и все остальное. Хотя я думал, что здесь будет все дешево. Активное шумоподавление это не ENC, это прям ANC. 10-миллиметровые драйвера, 25 часов вместе с боксом, прослушивание музыки, ультра низкая задержка 88 миллисекунд. Вес наушников 3,8 грамма один, 2 7,8. Скорее всего 3,9 у одного наушника. Вес бокса 37 граммов. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе и эксклюзивным контентом. Бесполезного вообще там не постю. Помимо этого, напоминаю, что я разыгрываю iPhone 14, OnePlus Nord N20 SE и еще много всяких мелочей, включая смартфон Poco. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть две расцветки. Это синий с голубой внутренней частью бокса и черный с оранжевой внутренней частью. Дизайн бокса, как и наушников от версии Z, практически не отличается. К слову, Dizabuds Z у меня уже были на канале. Кому интересно, можете посмотреть обзор, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Возвращаемся к Z Pro. Изготовлен бокс из глянцевого пластика, материалы марки, но качественные. Форма бокса овальная, габариты 64 на 51 на 26 мм. В кармане он не мешается, за время использования потертости не собрал, что хорошо. Сборка хорошая, на корпусе расположили LED-индикатор, надпись Diza и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень даже удобно. Люфт как в открытом, так и в закрытом состоянии крышки отсутствует. Хлопок при закрытии бокса звонкий и не раздражающий. Далее внутри расположили два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и краткую информацию мелким шрифтом. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть их, то нужно будет приложить усилия. Извлекать наушники из бокса довольно проблематично, так как наушники скользкие. Емкость аккумулятора 380 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 1 час 20 минут, беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, что стандартно, саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика, дизайн интересный, вдобавок дизайн схожий с дизайном Realme Buds 3 Neo и, разумеется, на дизайн Dizabuds Z. Габариты небольшие, 29 на 20 на 24 мм, звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. Его габариты 5 на 6,1 на 3 мм. Сборка данной пары неплохая, посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не обнаружил, и уши не устают, что радует. При занятии спортом из ушей они не выпадают, что хорошо. На корпусе есть два контакта для зарядки, микрофона и сенсорная панель. Из тапов на борту play, пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ, сброс вызова, включение игрового режима, переключение между режимами, одиночного тапа нет,
Настроить тапы можно в приложении. Регулировки громкости, к сожалению, нет. На тапы наушники откликаются хорошо, команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на английском языке, что в принципе неплохо, не на плохом таком английском. Далее оснащены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами, активное шумоподавление до 25 дБ, скромненько, работает оно неплохо и корректно, что меня порадовало. Но опять же помним, что 25 это не космос. Разумеется, громкий шум в метро и так далее они заглушить не в состоянии, режим прозрачности также на борту, разговаривать с собеседником, не снимая наушники, удобно, и это уже хорошо. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и при подключении бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, мультипоинта, датчиков автопаузы не завезли, как и анимации, но есть функция автоответа при изъятии наушников из бокса, а также игровой режим. Далее, емкость аккумуляторов наушников 43 мАч, полный цикл зарядки 56 минут. Отыграли они на 70% громкости по кодеку SBC 6 часов 35 минут. 10 минут подзарядки бокса, далее 1 час 43 минуты прослушивания музыки в тех же условиях. Время автономной работы хорошее и хватит многим пользователям. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX4. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд. И по итогу функционал не пострадал, что радует. Да и в целом с ними все хорошо. Но вам я не советовал бы подобным заниматься, так как такой класс защиты защищает максимум от мелкого дождика или пота. Далее, для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Realme Link. Доступно оно как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности. Заряд бокса не отображается, что плохо. Далее есть регулировка шумоподавления и режима прозрачности. 3 звуковых эффекта — это Bass Boost Plus, баланс и четкий, что уже стандартно для Realme. Также есть функция увеличения громкости, включение-выключение игрового режима, который по заявлению производителя достигает 88 миллисекунд. Включить функцию автоответа и настроить тапы. Кастомного эквалайзера в стоке нет. Последнее это обновление прошивки, но мне обновления еще не прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 не последний. Из кодеков на борту я обнаружил только SBC, что, конечно, не радует. Разумеется, к айфону они подключаются. Через две стены они не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом хорошая. Играть комфортно, за что огромный плюс. Примеры вы сейчас увидите на экране. Система шумоподавления с двумя микрофонами ENC справляется с задачей не совсем мрачно, но перегруз присутствует и голос слегка искажается. К слову, это встречается у большинства ТВС-наушников, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов DZ Pro в наушниках, в ушах, и вот сейчас я нахожусь в помещении идеальном для записи аудио. Это студия. Здесь я записываю вход и выход на все свои ролики, точнее распаковка, вход и выход обычно на девайсы. Но на наушники это дело не снимешь. Очень скользкий бокс, а уши по габаритам мне прям очень нравятся. Смотрим. Звучание. В стоковом звучании запаса громкости достаточно, но напоминаю, что есть функция для увеличения громкости, возможно, даже громкости будет кому-то мало. Я лично прослушал музыку не выше, чем на 70% громкости. Звучание данной пары приятное, так как за их цену они звучат достойно. Звучание, разумеется, басхедное, как у всех затычек, бас упругий и средний бас в наличии. Высокие звучат отчетливо. Середина имеет неплохую проработку, баланс присутствует, но если выкручивать громкость на максимум, то, разумеется, появится небольшая каша. Как по мне, слегка не хватает детальности. Инструментал отыгрывает хорошо, опять же, учитывая стоимость, но напоминаю, что можно использовать 3 встроенных эквалайзера. Выбор небольшой, но уже что-то. Из минусов: нет датчиков автопаузы, нет регулировки громкости, нет мультипоинта, нет беспроводной зарядки бокса. Для настройки звучания не предусмотрели полноценного кастомного эквалайзера. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Это один из немногих моментов, в которых вас прям конкретно порадует. Если промокода, повторяюсь, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикреплении
закрепленном комментарии. Скоро крупная распродажа, там будет много всего интересного. И, разумеется, из-за этого интересного, скорее всего, почти все куплю я и буду вам также рассказывать, как о всех девайсах, потому что особенность, опять же, моей телеги, как вы знаете, в том, что я оставляю там ссылки на свои обзоры, почти на все железки. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, либо тот супер девайс, который вы ждали, за выгодные деньги, как раз приобретете. Всем, кто, кстати, оставит комментарий, любой под любым роликом, огромное спасибо, вы помогаете каналу. Резюмирую, беспроводные наушники Deezer Buds Z Pro за свою стоимость очень даже отличные уши. Отмечу качественные материалы, которые тактильно приятные, несмотря на то, что они марки, также наличие ANC и режима прозрачности. Удобное приложение, алгоритм Bass Boost Plus и возможность полноценно настроить тапы. Минусы я, разумеется, перечислил раньше. От меня девайсу, разумеется, да. Подписываемся на канал с колоколом, пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!